Всем привет! Вроде бы стрим запущен. Да, все вроде работает. Отлично. Сегодня второй стрим, ежемесячный, второй июньский, короче, стрим, последний стрим, где нам что-то расскажут. 2 минуты осталось, я пока сделаю настроечки. Так, я снова здесь. Вроде почти все уже настроил. Посмотрим, что сегодня скажут. И где-то в ближайшие дни я уже сделаю несколько видюшек, в которых поясню некоторые моменты, может быть, кто-то не понимает, особенно после выступления наших КЛов, каких-то известных, в кавычках, гильдий ММОшных. Вот, посмотрим. А, мо- В общем, вы услышите мое мнение по этому поводу. Ну, по этому поводу я прям не буду говорить, но я думаю, какие-нибудь выводы вы себе сделаете. Ладно. А пока ждем, посмотрим, пока ничего еще не запущено. Всех еще раз приветствую. Так, посмотрю качество стрима. Прошу прощения за эти клики. Короче, я так и не смог найти нормальную мышку, которые... Вообще, по-моему, эти мышки просто их больше нету, у которых очень тихий щелчок. Я пытался настроить шумовой гейт, но мне ничего не получалось, к сожалению. Получилось. Может быть, кто-то посоветует мне нормальную мышку, но клавиатуру в ближайшее время я возьму. С ней тоже проблема. Так. а, Что в Creation сообщает, что пока они там начинают, вы можете написать сандал или сандай в чатик и получить, соответственно, ключик на альфа-тест, если повезет. Так, как меня слышно нормально, надеюсь. Звука пока никакого нету, трансляции никакой нет, а вот трансляция появилась. Это уже хорошо. Сейчас я посмотрю, у меня-то звук есть вообще? Да, у меня звук есть, на стримчике звук есть. Все вроде должно быть в порядке. Отлично. Так. Так. Пока ничего не происходит. Ух ты, какая у них заставочка красивая. Наверняка вот эта заставочка будет у нас, ну вот, в начале, когда мы будем вводить логин, пароль, у нас будет примерно то же самое показываться. Кстати, по-моему, то ли Стивен, то ли этот Джеффри, когда играли, вроде у них похоже что-то было. Также вот они вводили на такой заставке логин, пароль, и мы это тоже увидим. Так, ну, что-то задерживается уже 2 минуты, но пока ничего. А, Норм, чел, ток когда? Ну, ребят, они вот
уже говорили, что стараются как можно быстрее все это сделать, и те, кто в family тесты участвуют, и такие, как я, которые получили доступ на нулевую альфу, то есть ту, которую нельзя купить, а можно выиграть только в еженедельных доступах, то есть не вот то, что сейчас в чатике разыгрывают, а именно в еженедельных розыгрышах, и у меня есть один такой ключик. Соответственно, мы получим доступ в сентябре к каким-либо вещам, мы сможем понять вообще, что происходит, и они, в принципе, расскажут нам о различных системах, покажут. То есть уже в сентябре обещают, что что-то будет. То есть покажут систему караванов, покажут, расскажут про классы, про способности, как я понимаю, хотя бы частично, покажут про систему сбора и крафта. И опять звука у них нету, и у них какой-то новый парень сидит. Где парень в очках? Где парень в очках? Так, ладно, расширяю. Так, все, видно, надеюсь. О, отлично. Все, отлично. Ждем в сентябре. До сентября, в принципе, особо ничего интересного не будет, если что. Но видео я буду какие-то делать. Live stream. It's been 2 weeks since we last saw each other, and we have a new guest joining us today. One of our newest additions here on the team, Mr. Akil Hooper. Hi, everyone. Nice to meet you. Welcome, welcome. We're excited to have you. Tell us a little bit about yourself, Akil, your history in the industry. Я буду, как всегда, переводить самые важные моменты, но сейчас попробую успеть за ним. So, I've been in the game industry for 16 years. Он 16 лет в игровой индустрии, начал с Sony. And then worked my way up through there. Did a few years at SOE. Did a little bit of everything. I was a lead designer for EQ2 for a little while. I went off to Obsidian Entertainment, and I worked on the canceled game there for a little bit, and then we shipped Fallout New Vegas and a couple of the Fallout New Vegas DLCs. Nice. And then after that, another stint back at Sony Online, where I joined up. Причем работал с Sony, как я понимаю, в Вегасе. Took over EverQuest and EverQuest 2 as creative director for both projects. Он был креативным директором в EverQuest. Все они из EverQuest. Но на самом деле EverQuest, если честно, очень хороший проект, к сожалению. Не знаю, разработчики, которые пытались создать, точнее, менеджеры очень слишком высоко нацелились, и поэтому он сфейлился, я как понимаю. Хотя не знаем, только можно догадываться, почему он сфейлился. We are going to talk a little bit about the summer store. Excuse me, the summer store that we opened up on. When did we open that? June 21st, I think, ish. Oops, we have a focus issue. I'm no longer in focus. Okay, we're Where's it back? Uh-oh. I just have a blur on my face. Oh, no. That's the way he looks to us all the time. That soft focus is just the way most of us see Jeff. So. I don't know why that's not focusing. We'll try to fix that. But we have the summer store that opened up. I'm better. And we are going to be running that until July 21st, I believe. We haven't done... Говорят, что вот этот Kickstarter закончится 21 июля. For the summer store because it was primarily intended for those in our... Да, как я уже говорил, что этот второй Kickstarter был запланирован, точнее, открылся только для тех, кто не смог кредиткой купить, не более того. So that people who participated in our Kickstarter would be able to... Oh, okay, there we go. Look at that, we're focused. Вот это было неплохо. We wanted to get the code registration, account syncing, and referral rewards program activated. Стоп, ты случайно не играл в Lineage 2 когда-то? Expect to see code sent out over the weekend, possibly Monday or Tuesday at the very latest. But I expect that we'll get those out as soon as possible. In addition, what was the other thing? Вот они сказали, что хотят максимально все быстро сделать, как я понимаю. That's coming up. 2 months? In 2 months. I thought you were going to say tomorrow. Tomorrow? We have PAX that's coming up in 2 months, and we're going to have a pretty awesome experience for everybody who's going to be at PAX. And this is in Seattle. It's PAX Prime. We have a very large setup there. We're going to be on the main floor. We're going to have 2 experiences for our players.
They'll be pretty self-contained experiences. One's going to be a PvE experience, one's going to be a PvP experience, kind of to give you kind of a broad. Я не понимаю, они сказали, какие-то паки через 2 месяца будут, как я понимаю, в сентябре они что-то покажут, либо, ну, я имею в виду набор, видимо, какого-то контента, который они нам покажут. Хотя вот в сентябре они обещали, ну, вот, поделиться большое количество информации. Вот как раз, наверное, к этому и относится. You're going to go through a dungeon delve, and you're going to experience 4 classes will be playable. 4 класса покажут. Archetypes, not with any secondary classes, but just the primary archetypes, and that's going to be a tank, it's going to be a ranger, it's going to be a mage and a cleric. О, клирика покажут. Нормально. Ну и всех 3 остальных, которые мы знаем. Танка, лучника и мага. Some of the combat systems, we're going to explain a little bit about the combat systems that people will see there, as well as some of the utility systems and ultimate abilities. Ну вот, то, что я и говорил, вот они недавно отписали, что в сентябре будет большой показ различных механик, поэтому сейчас они про это, в принципе, объясняют уже на словах, поэтому можете... Нет смысла сейчас переводить. Они говорили, что будет что-то вроде караванов, будет система сбора, будут классовые показы и вот, возможно, что-то с PvP связанного. Они покажут PvP, как я понимаю, и будут какие-нибудь бои друг с другом. Посмотрим. В любом случае, в сентябре это ближайшая дата, когда мы что-то по-настоящему сможем увидеть. Но на самом деле это не так важно, потому что все равно вот я в ближайшие дни сделаю, может быть, завтра вряд ли, послезавтра, скорее всего, сделаю видео, где одно из видео, там 4 или 5 сделаю, я буду рассказывать про плюсы и минусы от того, что мы сейчас знаем вообще. Стоит ждать или нет, чем они отличаются. Можете потом послушать. We're never stopping here. There's a lot going on right now. Oh yeah, for sure. But it's going to be a lot of fun. So I think what we're going to do now is go ahead and show the video that we recorded just an hour ago, talking a little bit about... Ребят, дело не в том, что нет смысла слушать, просто очень много воды, сейчас нету совершенно ничего, поэтому я вам пытаюсь это объяснить на словах, то, что они говорят. Сейчас они покажут видео, которое записали, как я понимаю, час назад. All right, so, Mr. Matt Broom, one Hello. of our senior character artists. Okay, I'll take that. So you've been building the base, создает персонажей. I guess, character model that's going to be used for the humans. Yeah. And people are going to, when they get into the character customization screen, when they first log into Ashes of Creation, they're going to be referencing from this point how they want their character to look. Sure. Right? Sure. Yeah, they're going to basically start with this generic male, right? You know, who's in incredibly good shape, and then they're going to make decisions. Мужские персонажи будут все накачанные такие бодибилдеры. No, no. Well, everybody has a different perfect, right? Right. Like, You know, who wants to be the Brad Pitt in Fight Club? No one. Right? Nobody wants to be that. Overrated. Кто хочет быть Брэдом Питтом в бойцовском клубе? Хорошее сравнение. That perfect model, and then people can grow into, you know, an overweight person if they want. Oh yeah. A skinny, non-muscular Да, person. вы можете Yeah, like if they're that tank class, we want to give them the ability to turn персонализировать, короче, индивидуальный вариант создать. See it to believe it. So we want to be able to, people have that kind of customization. If they want to be a skinnier character, we want to let them do that too. Ну, будет вариант создать и худого, и накачанного, и так далее. Ну, то есть базовое, как я понимаю, будет такие качки. Oh, absolutely too. You want that big imposing silhouette, but then, you know, some want to be that stealthy fighter. Right. And I see that this on the screen, I don't know if you guys can see it behind us. This is just an early rendition of that character, right? Yeah, basically what we did was we got a technically sound base character to start with, and what we're doing now is making that lean, you know, very Fight Club type body type. Right. And then that becomes a target to get us to the tank or to get us to that stealthy character. Gotcha. So it's Ну, on the baseline. я вам, в принципе, объясню, ну, в принципе, они объясняют простые вещи, там, что, над чем сейчас работает. Я вообще объясню, что они делают. Сначала они создавали идею вообще, соответственно, игры. Теперь они делают вот эти мелкие детали, чтобы потом не вспоминать про них. То есть сейчас они нарисуют персонажей, дома, монстров и так далее, то есть в большом количестве, и после этого уже будут их использовать. То есть сейчас вот такая для нас неинтересная фаза, когда они делают кучу мелочей,
И, соответственно, для них она очень важная. Поэтому все сейчас объяснения, все стримы, я предполагаю, будут как раз направлены на том, чтобы показать, как они вот работают и занимаются этими мелочами. Would be something cool that we could do. Oh, yeah, You absolutely. know, and on armor we could beat it up, make it pristine and perfect, change little details. You know, we want. По большому счету, конечно, они просто красок нагоняют, хайпа и все остальное, чтобы кому-то это важно, кому-то нет. Но вы сами понимаете, что в 2017, 2018, 2019 годах не иметь нормального редактора персонажа, это значит просто не иметь нормальной игры. То есть редактор персонажа должен быть настолько большим, что теряешься в нем, что можно засесть на час, два, три, кому это нравится, потому что многие идут именно ради этого. Вот. Ну и вот в целом они объясняют причины, по которым они делают именно то или иное, например, чтобы броня смотрелась или там... Ну вот да, вот то, что вы можете как угодно сделать, что угодно сделать с глазами, с подбородком, там, не знаю, с лицом, с телом и все остальное. It's not that we have those in our game, it's Right. that, those are the inspiration we're drawing Right. from when creating this human character. It goes back to the character customization screen, right? Is you're going to see a face on the screen as kind of like your neutral target, like you do in most games. Then you're going to start moving sliders around, and ultimately you're going to identify that person that you're playing. Ну, я вот объяснил, почему они показывают, потому что все системы не так сложно сделать, то есть я как понимаю, у них готовы какие-то наброски, просто сейчас нужно большое количество инструментов, чтобы в эти системы что-то впихнуть, поэтому они показывают то, над чем сейчас занимаются. Все-таки не забывайте, да, что много работы над этим проделывается, многие играют только ради внешек, а не ради какого-то контента, к сожалению. These amazing armor sets, and then how can we put details on those armor sets? And the discussion was how we would drive that. Также еще вот они рассказывают про то, как броня будет надеваться на персонажа. Если вы не знаете, не в курсе, то всего будет, если не ошибаюсь, 8 частей комплекта. Это, не буду сейчас перечислять, там шлем, броня, наплечник, короче, куча всего, 8. И при этом те, которые вы наденете, они будут так и отображаться. То есть вы можете сделать полностью валака сет, если вы знаете, что это такое, когда там разных цветов, по-разному выглядит. То есть все это будет выглядеть совершенно по-разному на персонаже. Не будет вот таких сетов стандартных, как мы привыкли это видеть. То есть это будет просто отдельных 8 частей, которые вы можете надеть на своего персонажа, и, соответственно, на самом деле это довольно большая работа, нужно продумать, как это будет выглядеть, чтобы это было, не слишком неправильно выглядело, скажем так. Так, что у меня тут? Ой. Куда? Вот. Represented as number 1, number 2, and number 3, which is the base character race with no armor, the character with his armor details, and then ultimately the accoutrements and the gear that you can put on that character. Okay, that's very cool. So you mentioned the Tulnar. The Tulnar are very different from our other races within the game. The other races aren't going to be able to bring in reptilian or mammalian or humanoid attributes and scale them for the character. Тут он говорит, что каждая раса будет добавлять свои особенности, как я понимаю, это как-то толлер или как это там называется. То есть, соответственно, я так понимаю, что броня будет отличаться еще в зависимости от расы, то есть одна и та же броня будет немножко выглядеть по-другому на той или иной расе, то есть это про это и рассказывает. We're building a system that doesn't make the decisions for the end user. We're building a system that supports many choices to the end user. Стоп, я на днях сделаю видео, как раз касающееся вот этого основной цели. Можешь послушать, может согласишься, может нет. Расскажу вообще свои мысли по этому поводу. Но насчет Ревы я не пошел, потому что нет смысла идти на новый сервер. Yeah, that's pretty cool. I'm really excited about this. I mean, the power of this system and just the ability on the design level, right, to really be able to pull from all sorts of different things and make some characters that really pop on the NPC side of things and on the story side of things. I mean, it just makes my imagination kind of go crazy because I'm not like, hey, Matt, can you spend 2 months making this character for me? I can just be like, hey, these are the details I have. I can make somebody really cool looking, somebody that hasn't been seen before, and I can do that really quick. And the best games come from those designer decisions, right? I mean, people don't play games with depth to, get more art.
They are getting art that supports the role and the story that they're telling through gameplay. So our job ultimately is to get the options and get the flexibility to the designers that support their vision of the world. Right, and that's exactly what this is doing. It's so cool. I can't wait. Ну, я не знаю точно, как перевести. В общем, они вообще цель игры, как я понимаю, если они это про игроков говорили, что мы хотим создать максимальное количество инструментов, чтобы мы могли максимально реализоваться в этом мире, развиваться, создавать что-то и так далее. То есть не хотим ставить изначальные цели, то есть чтобы цели появлялись сами по себе или после того, как мы чего-то достигнем. Ну, на самом деле, это вот как раз именно это и есть та самая песочница нормальная, то есть когда у нас много будет инструментов. И если они смогут это реализовать, это будет круто, но есть, конечно, очень-очень много минусов, и об этом я тоже в видео расскажу. Make the most amazing YouTube videos ever. But at the end of the day, we have to deliver the game to the players. Right. It's got to work. Exactly. And if we're not playing it like we do every day right now, we can't deliver a game that's going to work. And I know we were talking earlier about potentially once we get our character creation system set up and ready to go for certain races. Откуда информация, что 20 числа ОБТ и Каруса? Early. Yeah, no, that would be really cool. Character profiles. That would be awesome. And there was another, I mean. В смысле, рыбалка будет в Ashes of Creation? Contests around unique character creations. Yeah, I think that's just to see what people can do. Exactly. Yeah. I mean, can you create Tina Fey? I don't know. If we give these tools to the player base, it's so fun to see what they can come up with. It's just cool because it's, you know, it's another layer of transparency, right? It's another way to get things in front of the players as fast. Ну вот про то, что ты сказал, что они, ну можно сказать, это на самом деле Ashes of Creation вы не должны воспринимать как конечный проект. В последнее время это единственный проект, который предлагает нам именно это. Никакое BDO или Arcade, они даже не стоят наравне. Я имею в виду, я не говорю, что Ashes of Creation намного лучше. Дело в том, что это совершенно иной уровень. То есть это нельзя их даже ставить наравне. И нельзя сказать, что Ashes of Creation лучше, а BDO хуже. Хотя нельзя сказать, что и BDO лучше, чем Ashes of Creation. Дело в том, что это совершенно новый жанр. И, возможно, вот сейчас очень много игр, которые в этом жанре и строятся. И, может быть, потом они начнут развиваться. Потому что, ну, первым всегда будет сложно. Хотя первым всегда, если зайдет, будет очень большие преимущества. Подводная рыбалка, скорее всего, будет. Yeah, it's really important to us. You know, we put a lot of thought into how we want to structure this and how we want to bring as many options to the player as possible. Все игры гринделка. Либо квестовая гринделка, либо дейликовская гринделка, либо моба гринделка. Вообще все игры гринделка. Так что тут нет смысла страдать от этого. Where we're going. Yeah, I think it's pretty cool to open that door and give you guys a glimpse. One of the things we're going to do now is we're going to talk to you a little bit about the experience that we're going to be offering players at PAX. Talk a little bit about the classes and their combos and their skill abilities and how just the interaction between these four classes. Может быть, сейчас что-то интересное расскажут. Я как понимаю, они сейчас... PAX имеется в виду игроки, которые приобрели наборы, наверное. They can represent sort of the Trinity system that we're going for, and also give them a kit that functions well and makes sense with what we're doing. We wanted to make sure that you know you guys aren't spending a lot of time like choosing abilities and stuff, that you get to just go into the game and start running immediately. Right. So you won't see things like a skill tree and stuff, but you will see a pretty solid kit that will allow you to have a lot of fun, I think. Yeah, these are kind of pre-built. Yeah, it's been pretty fun figuring out how to project what the game is going to feel like in this small little segment of gameplay. So I'm excited. Как я понимаю, в сентябре, ну или вот через 2 месяца, в сентябре, они нам предложат поиграть, как я понимаю, либо для обладателей наборов, либо для тех, кто выиграл еженедельный розыгрыш. И нам не будут предлагать кучу всего, там, скиллы, там, разбираться. То есть у нас будет возможность поиграть в игру, как я понимаю, и очень, ну, и почувствовать атмосферу. And that's kind of course,
the cornerstone of any good party is a good tank. Я, видимо, пропустил момент, но они именно будут, как я понимаю, ну вот действительно можно будет в сентябре поиграть уже. Либо они сейчас это будут рассказывать. Yeah, so it's you're going to see some really basic functionality there. Like you're going to have a taunt, you're going to have a cover. Рассказывают про танка. Будут стандартные вещи, то есть агр и так далее. So we'll get a little in depth on that. So a taunt, basically, traditionally for people that play tanks or played with tanks in fantasy-driven games in the past, is the ability for that tank to draw aggro from a target, right? And that ability sometimes can be through a single target ability or in a direction or cone target or an AoE around the player. That's going to allow the tank. В общем, несколько будет способностей агрить, забирать агро с целей одиночные, массовые или даже по зоне. И вот еще они интересную систему предлагают, что танки могут контролировать, ну вот вообще поле боя, то есть ставить какие-то невидимые стены, защищать магов, хилов от атаки. И на самом деле вот это давно я хотел посмотреть что-то подобное, чтобы танки не просто танковали ебалом, извиняюсь, но и просто могли ставить какие-то защитные стены или что-то еще перед своими магами, луками, хилами. Это намного более полезная способность. Yeah, a wall. So we've talked before about how the tank can kind of change up the battlefield to force enemies to engage him, and that's not only through a taunt, right? Like a taunt is kind of the most basic functionality, but how else can we make a tank interesting to play? Использовать танка, чтобы в битве, но не только агр, а как-то еще. The tank will have the ability to basically like slam his foot on the ground and construct this immediate wall. Будет воин. Это что-то вроде берсерка, как я понимаю. And then that wall is going to have a secondary effect. For the period of time that it exists, it will incur a condition modifier to any target that comes into contact. Yeah, the idea is that an NPC will come running at your cleric, for example, and he'll run to a cleric and then fall to the ground as he bashes into the wall. Вот, да, стенки, которые ставятся на определенную территорию, и у каждой стены, то есть в зависимости от дополнительного модификатора, будут свои способности. Некоторые будут замедлять, как я понимаю, некоторые будут как невидимая стена, некоторые опрокидывать, станет, там, травить и так далее. То есть это будет в зависимости от... То есть разные танки будут полезны в разных подземельях или в разных местах. After the wall, we have a pull effect, a pull skill, a lasso skill. Get over here. Get over here, exactly. And that kind of jives well again with that wall and having a secondary condition that gets encountered. Ну вот про то, что так что сказал, то, что будет способность. Насчет перевода, ребят, скорее всего, перевод будет, локализация, если они будут делать, они будут это делать сами, а будет ли локализация в России, то есть именно на русских серверах, скорее всего, нет, в ближайшее время точно. Ну, в зависимости от того, насколько она будет популярна. Перевод, скорее всего, будет 99%. Даже если не будет официального, то будет любительский, аддонами можно будет сделать. Они это говорили, что это будет разрешено. Стан щитом, говорят, будет. But that shield bash is going to be kind of like a damage, dealing X damage as well as conditioned stun effect or something along those lines. Another knock to the ground. Right, perhaps, yeah, another knock to the ground. Now, there's another thing that the tank can do with that shield. He can also offer aid. He can. And how does he do that? He puts that shield up into the sky. He lets his gods know that, hey, this party's mine. And while he's doing that, any damage that his party members are taking gets shunted back to him. Это поглощение урона, который с партийцем, то есть он поднимает щит, какую-то способность. Ну, короче, забирание урона, который наносится сопартийцам на танк. Ну и, походу, будет еще другие способности. Но вообще, сама суть то, что будет очень много различных способностей, как они это говорили, и вы будете выбирать то, что вам подходит больше. Something that actually has not been described before
Нет, кошмарю, это неправильно. Надо нанимать профессиональных переводчиков, потому что если будут переводить текст, то ты будешь знать заранее, что где используется, какой текст, это неинтересно и неправильно. Ну, мое мнение. Weapon, and that weapon's going to influence the damage that they're capable of doing. It's going to have other conditions and stats associated with it. But one of the most integral part of having a weapon is your weapon use ability. And that weapon use ability contains within it a keystroke-driven precision-type combat system that then allocates energy to the ability to use a certain ultimate skill that your class is going to have. And for the tank, he's using that sword and board. So he's going to initiate an attack with his weapon, and that's going to be some slash effect that's going to come down. And while he maintains parity in relationship to the target of distance, he's going to have the opportunity to keystroke within a certain window of time during the animation effect while he's slashing, another keystroke that will initiate a combo effect where he will then hit the target with his shield. And then there will be a second combo opportunity, another window that will populate again for him to keystroke at the right time, and he'll do a final smackdown with the sword. Right. And this system is prevalent in all weapon mechanics. All weapon-based skill effects that you're going to be using in the game is going to share this type of functionality where you may combo into additional strikes. Right, right. Yeah. And you know, these additional strikes can have different riders. Как я понимаю, что они рассказали, что когда вы используете различные оружия, вы накапливаете некую энергию. И когда эта энергия заполняется, ну, грубо говоря, до 100%, то вы в промежутке между своими ударами будет наноситься этот дополнительный удар с дополнительным эффектом. И, соответственно, танк использует меч, и у него будут основные вот эти способности с мечом. А может быть, и будет из дубины и так далее. То есть вот это как бы приоритет по оружию будет уже выделяться. Generating energy for another skill. And that other skill is going to be an ultimate effect. Ну вот как он говорит, да, когда вы бьете определенным оружием или просто бьете определенной способностью, накапливается энергия, которая будет накапливается энергия к суперспособности, к ультимативной способности, которую вы можете использовать только когда... Ну, короче, как ярость простая у воинов. Ну, вот вы помните рейдж, то есть вместо маны рейдж. Только здесь, как я понимаю, мана будет у всех. Ну, а это будет дополнительно еще шкала. Ну, как-то так. В общем, сложная система, и без тестов подробнее нет смысла про нее рассуждать. He's going to perhaps lunge forward in a jump that you said, and within a forward arc, he's going to initiate that lasso effect for multiple targets, drawing them close to each other. So it may be conducive to some type of skill combos where he will be generating that power. He'll have the ultimate ability ready. He'll summon the wall, perhaps, and he'll move back and activate the skill where he pulls everyone into the wall. Yeah. All right? That or he gets everyone close, and then some of the other classes have some abilities that they can chain off of that. Right. Absolutely. Yes, that's a good point. The other thing that all of our classes are going to demonstrate at PAX is going to be a utility skill, something that isn't necessarily dependent on a combat situation, but actually grants the players the ability to interact with their environment and hazards that may exist within that environment. Когда будут тестировать, то есть те обладатели наборов паков могут попробовать умения, которые не обязательно используются в бою, но вы можете их использовать с другими предметами или, там, не знаю, с другими игроками и так далее. То есть, например, можно получить больше информации, узнать что-то быстрее, найти какое-то сокровище, как я понимаю, это будет... То есть, ну, у каждой класса будет иметь свои преимущества, то есть, например, какие-нибудь роги смогут быстрее находить клад, а танки смогут, я даже не знаю, что они могут делать. Они бесполезны. That's a good point. Yeah. So the tank's utility is basically a perception check. It's a detection, threat detection. And this is going to be where the tank is going to determine an area at some degree of distance beyond what is normal for him to interact with. And he's going to determine what actors are present there that may... Ух ты!
у танков будет скан. Он, короче, да, он будет сканировать, у него будет инфракрасный сканер. Короче, будет сканировать, есть ли там кто-то живой или нет. Клевая штука вообще. Ну, вообще, вот они рассказывают, что, соответственно, у каждого будут свои способности, то есть кто-то будет лучше... разбирать... Кто-то может сканировать вдали, кто-то может, не знаю, еще что-то делать. Ну, посмотрим. Road. Absolutely. Another thing that's important about these utility effects is that they're not something that's spammable. These utility effects are going to have to be strategic with the placement and use of these utilities because they're going to have cooldowns associated with them where you may not be able to just spam them back to back. Right. And different classes are going to have different utilities. So let's move on to the next class. I didn't miss anything with the tank, did I? No, that's pretty much it. Good. So our next class we'll go to is the cleric. And the cleric is a class, that archetype is the master of life, really. Right, right. Мастер жизни. Клерик — это мастер жизни. The healer in the party, right? Like what abilities should a healer have, right? It's where does it come from? It's their control of life. Yes. So we wanted to make sure that we're not putting this... Клерик — это контроль жизни. Если я захочу, ты умрешь. Надеюсь, это они так это переводят. And just click buttons, right? Like I'm not watching the fight anymore. I'm just watching over here. Exactly. And part of that is because their kit usually is pretty boring, right? Like they have a heal, they have a group heal, they have hots, they have, there's all of these heals they have, but they're all heals. Right, they're one-dimensional, and we don't want the cleric to be one-dimensional. So the first and most important thing about the cleric is that the cleric at PAX is going to be a staff-wielding cleric. So that means that cleric's going to be up front and personal with any enemies that they may encounter, and that's going to give the cleric the ability to... Клерик, который будет для игроков в наборах, как я понимаю, будет ходить с двуручным посохом. Because some of their abilities are going to require them to be up close and personal if you really want to get max effectiveness out of it. Короче, будет Гендальф, вы не пройдете. Тут как бы, видимо, они взяли оттуда свой идеал клирика. Take a target party member and heal them up. But in addition to that healing effect, you're going to also give them a heal over time, a hot, that will act as both a heal for the target and also as a proximity-based damage over time for any nearby enemy targets. So, you're going to have two-dimensionality there. You're going to be doing damage, and at the same time, you're going to be healing up a party member. Right. Yeah, that's a pretty... Доты, которые будут и дамажить, и хилить. Интересно. Ultimate in just a second. The other ability that the cleric is going to have is sort of this kind of, I don't want to say vampiric, but it is kind of like a life balance AoE that the cleric is going to lay down as a template on the battlefield, and enemies within that template are going to suffer damage and have life removed, and allies within that template are going to have life restored based on the life removed from the enemies. Right. Right? And you'll see a lot of this kind of balance of life force. Скилл вампирика у клерика, серьезно, то есть клерики будут поглощать жизни врагов и в зависимости от поглощенной жизни восстанавливать жизни сопартийцам. Интересно, причем это еще массовый хил или что это? Интересно. The cleric to basically take the hit points percentages of the party and balance them to a metric that is equal across the board. Right, so it's just averaging out everybody's hit points. Right, absolutely. So if you have your tank that's suffered a lot of burst and spike damage and they're reduced to 10% health. And you've got a backline that's full up. Exactly. You can cast that balanced life effect and you can... О, баланс будет линеечный. Отлично. Не зря Стивен любит линейку. Молодец. Баланс, наверное, на самом деле, вот мне не нравится чейновый скилл. You're going to target a member. Не, все-таки они взяли этот дебильный чейн-скилл из линейки. Вот, Стивен, ты, конечно, молодец, ты взял баланс, это клевая штука вообще, но чейна-то не очень. Чейна — это халява. Чейна — это халява, то есть, когда ты хилишь одного, от него перепрыгивает на другого хил, и, соответственно, хилит второго уже в меньшем количестве. Это халявный скилл, и он на самом деле портит вообще весь этот хил. Ну, с другой стороны, конечно, если у хила будут все вот эти способности, он может выбирать, надеюсь, будет
большая зависимость от маны, потому что если можно будет использовать абсолютно все скиллы, как, допустим, в той же самой Revelation, и не париться насчет маны, это будет не круто. Баланс хорошо, дот хорошо, вампирик странно, ну, простой хил стандартно, а вот чейна мне не нравится эта способность, это очень облегчает жизнь хилам, и не круто это. Endow life. This is going to be a resurrection-styled skill, but a little just in case anybody dies. О, Resurrect будет, воскрешение. Хорошо, они хотя бы не пошли по пути дебильных игр, где нету Resurrect'а. So basically, Endow life can work in two ways. If your target is a living member, it will act as a buff that will last for maybe 5 seconds or maybe a little bit longer. And if they were to die within that time, they will have a resurrection ability after death. Or it can be used on a dead party member, and at that point in time, it is a long cast effect. Right. So it's... Интересно. Resurrect будет двух типов. То есть одна из так способностей, если кастуется на живого игрока, то на него вешается баф, и если он в течение 5 секунд умрет, то он ресается. Но этот скилл кастуется быстро. Если же персонаж уже умирает, и после этого кастуется скилл Resurrect, воскрешения, то, соответственно, этот скилл будет Resurrect кастоваться очень-очень долго. Прикольная система. The ultimate ability for the cleric is going to be a divine form. And this divine form grants party members who are within proximity of the cleric, as well as the cleric themselves, a heal over time. It also increases the amount of heals that the cleric will do, as well as their damage output as well for this period of time. It's going to give that damage over time, proximity-based damage to each party member. So if they're around enemies, it'll damage those enemies over time as well for the duration of this divine form. It's going to have the cleric's going to kind of rise up on their feet. Короче, клирик будет превращаться в какого-то крутого чувака, по типу в Revelation ангел или в линейке, так же самое было что-то. И, соответственно, хилить всех мемберов вокруг. Probably around 5 seconds-ish, I would imagine. Maybe enough to turn the tide. Exactly, yeah. Enough to turn the goal for these is for them to be strategic and game-changing. So you want to build them up, but you want to save them for the right time. Right. Yes. Короче, цель хилов будет не столько воскрешение, сколько спасти в нужное время. Или кинуть баф и сказать, ты должен умереть в течение 5 секунд, ты же и так сейчас умрешь. Хорошо, с юмором у них все в порядке. Yeah, so the thought behind the purge is you walk into an area that's been cursed by an evil mage, and normally your party would go in and you take damage over time from that curse, but your cleric could come in, clear out the curse, and it would be safe for your party to go in. Клиц будет, короче, дебафы снимать. Very cleric-esque. Now we may want to go to Q&As now. Oh, really? I mean, we could keep talking about this, but that'll take the rest of the stream. Well, what does the stream want? Do you want us to tell you about the mage and ranger, or do you want us to go to Q&As? So, mage, конечно, мы хотим, чтобы он рассказал про мага и лучника, хотя бы мы узнаем способности. Something tells me it's going to be nothing but mage and ranger. What does it look like? Okay. So no Q&A there. We might have some time. Okay. Okay, so moving on to the mage. The mage is going to be using a spell book as a weapon. And this spell book allows the mage to kind of draw arcane energies, these little magic missiles from the spell book against their target. So it's a ranged DPS weapon. And again, that combo effect is going to allow the mage to build up their ultimate ability. It's going to be something that's available to them. The first skill that a mage is going to be working with, drum roll please, nobody's expecting this, is a fireball. Ну, fireball будет. Все отлично. Игра удалась уже. Targeted spell that deals splash damage in an AoE template.
You're going to be choosing a point of impact for this fireball, and it's going Ух ты, Fireball будет типа бомбочки в Терре, где вы выбираете место, куда он будет направлен, по земле, как я понимаю. You may not see this at PAX, but it has the potential to light targets on fire if they have certain conditions. Maybe Есть шанс поджечь цель. Summer, it may have a condition modifier effect to fire spells, stuff like that. They're all really elemental based. So. Yes, yeah. After the fireball is a longer casting route called Ice Prison, I think we're calling it Ice Prison. The Ice Prison basically allows the Ледяная тюрьма. to lay down shards of this ice that trap. Right, it's basically a full route. Right. Yeah, and now that's not going to be doing any damage, or. Короче, это контроль без какого-либо урона, ну или малый урон. After that, we have a lightning bolt. So, lightning bolt is going to be a line templated attack that's going to involve you determining the direction of the lightning bolt and striking. Интересно, lightning bolt, ну или это молния, которая будет бить по прямой, то есть это уже элементы нон-таргета, что очень интересно. То есть вам нужно будет бить не просто в таргет, а именно по местности, в определенном, ну, направлять куда-то. That's pretty cool. Not to mention, in addition, should the tank be able to trip opponents with their wall, the mage is going to be ready to line that attack up. Ну да, то есть комбинация, где танк может стенкой их всех там, запереть в стенку какую-то, и маг должен в этот момент ударить. Mage is going to be a skill that's a self-teleport. It's going to give the mage some mobility. Obviously, that's an important aspect of being a backline DPS, kind of a little bit less able to withstand damage. If you need to move quickly, you can move quickly. And that... Короче, блинк назад будет еще. The tank a chance to save you. Exactly. And that's going to be dependent on the direction of the mage and where they're facing. So they're going to, whatever direction the mage is facing, they're going to teleport. And we may even have... Я как понимаю, будет отпрыжка назад, а также будет прыжок вперед, и в зависимости от того, куда маг смотрит. То есть, как в Терре, допустим, куда вы повернули камеру, туда вы и прыгаете. Ну, на самом деле это круто. Мне нравилось в Терре, это придавало какую-то сложность магу. Yeah, that's right. Mirror image. Sorry, I forgot about that. So the mirror image is, what does that do for the mage? So the mirror image is a classic D&D spell. The mage casts a spell and you get a little shimmer around them, protecting them from mirror image. And for a few attacks, the mage gets some increased evasion. And so the mirror breaks after a couple attacks, obviously. Mirror image, ну как бы зеркальное изображение, повышает уворот мага, и пару атак он полностью игнорирует, как я понимаю. Ну и после того, как несколько атак было сигнорировано или заблокировано, то он соответственно, это зеркало уничтожается. It teleports away, comes back with more mirror images? Oh, appreciate it. How did that work? That's a go-to spell. All right, so then the ultimate effect on the mage is going to be this kind of earth eruption effect. That's going to be a huge AoE kind of earthquake. That's going to be, again, a line template that's casting forward from the direction that the... Короче, маг это будет... класс, который направляет все перед собой и по местности. Довольно сложный класс. Землетрясение, вот они сейчас говорят, тоже будет очень большая... Тоже, как я понимаю, большая местность, но направляется перед собой, куда-то там вдали будет бить. Magic is a... We're keeping with the classics here. There you go. So what this is going to allow them to do is see sort of magically hidden points of interest in their local area, right? So if there is an illusion spell that has been cast on a wall and it looks like rocks to everybody else, if you cast detect magic, you'll be able to see the passageway that lies behind it. I love that. I honestly love that. Короче, как я понимаю, вот они сейчас рассказали, довольно интересная вещь, что, допустим, вы идете по территории, и там есть стена, и видите, что, ну или какая-то каменная стена, что-то отличается, немножко отличается от простой стены. И если только использовав магическое умение, вы сможете разбить вот эту иллюзию, которая на стену направлена. То есть, я как понимаю, другие классы не смогут уничтожить эту иллюзию, а только маг это сможет сделать. Но вот они уже говорили, что
Каждый класс будет по-своему полезен, и такие классы, как самонер в других играх, которые обычно являются бесполезными, они, наверное, станут полезными, и вообще в группе будет 8 человек, кстати, очень много, согласитесь, после... Даже линейка ушла от 9 человек, по-моему, до 7, что ли, или до 6, я уже не помню. Вот, потому что, ну, тяжело держать КП в 8 человек. Combo effects based on that bow. He's going to be launching, you know, probably a primary shot, maybe, you know, a two-arrowed shot after that, and then some type of kind of arcane shot after that. Yeah. Those are his combo effects. Ну, короче, какие-то комбо-выстрелы. The first, and again, similar to the fireball, is a power shot. Yeah. Yes. The Ranger's going to be having a power shot. Стандартный пауэршот линеечный. Вообще много очень линейных скиллов. На самом деле это все правильно, то что все уже давно было придумано, надо просто правильно использовать. Yep. They're going to be charging up their bow with this power shot. That's pretty cool. I like that. So that gives some thought process to the Ranger to determine, hey, do I have enough time to do this? Right. You know, I got a target incoming. And one other important aspect of the Ranger is going to be the fact that while melee characters have a max distance proximity where they're eligible to use their sword and melee weapons, Rangers are going to have a minimum distance requirement. Right. And that's, I think, important because you know, they're going to have to be tacticians on the battlefield to determine, you know, whether or not they're too close for combat. Ну, короче, вововская система, по крайней мере старая, что лучники не могут стрелять с очень близкого расстояния. And that's going to, is it going to penetrate a target and continue moving? That's not on the board right now, but it's definitely in something that we've... Выстрелы, которые будут пронзать цели, то есть сейчас на данный момент такого нету, но они уже думали о том, что выстрелы, которые пронзают цель и, грубо говоря, летят сквозь нескольких игроков. Wall and knockdown effects, the earthquake that's going to be happening. Right. If they save their power shot to combo off, or if they know, like, hey, my mage is going to cast this in 2 seconds, I'm going to start spinning up my power shot. I love that. If we're going to design here, I think it'd be... Ну и вообще все направлено на взаимодействие. То есть они вот еще раз объясняют, что очень много способностей будет кастоваться с большим, ну, с большой кастой, в общем, будет долгий, и нужно будет использовать другие классы, которые будут помогать, например, кто-то застанет, и через 2 секунды там остаются пауэршот из этой серии. Замедление у лучника будет, правильно. Shot to the knee. I don't know how I missed that. Oh my gosh. The Ranger is going to have an ability to mark a target, basically have a marked shot that's going to debuff an enemy combatant so that they will take additional damage. Метка, которая вешается на врага и... Right. Hey, this mark shot just happened, and take advantage of it. Go for that. Дополнительный либо урон наносит, либо еще что-то. Components of having a minimum distance associated with the Ranger is going to be a skill that allows them to get out of close range. Right. This is going to be a dash ability that's going to... Способность ускорения, то есть чтобы уйти из близкого расстояния, поскольку лучники не могут атаковать вблизи, у них будет способность, чтобы быстро набрать эту дистанцию. This dash, you're going to then use a shot immediately as well. So you're going to need to have a target with it, either... Эта способность используется только с целью, то есть, грубо говоря, вы не можете просто бежать, и во время этого ускорения активизируется скилл. Ну, короче, как лучница в БДО, если не ошибаюсь, она отпрыгивает и стреляет скиллом. That the Ranger has is an ability to basically prepare shots. They're going to grab some arrows out of their quiver, they're going to slam it into the ground, and as long as they maintain proximity to those arrows that they laid on the ground, they're going to have boosted damage on a following 4 shots. Right. Yeah. It's basically going to be double damage on the next couple shots. Yeah, that's pretty powerful. It is. Какой-то баф, который увеличивает урон в 2 раза, ну, что-то... Короче, достаешь из колчана стрелу, кидаешь в землю, и что-то там еще дальше происходит. Я так и не понял, не уловил смысл этой вообще штуки. Короче, в 2 раза сильнее будет урон. For the Ranger is a rain of arrows. This is going to be what? They're going to lay down a template out in the battlefield, and then they're going to cast up these shots. Yep. That are just going to... Град стрел, который будет бить очень-очень далеко, то есть, ну, короче, очень далеко.
особенно на осадок, как я понимаю, будет полезно. The utility of the ranger. Yeah, so what do rangers do? They see stuff. They track. They track. Yeah. And that's going to be kind of what their Лучники отслеживают свою цель. Основная способность утилита, то есть, ну, дополнительная способность, вне комбовой, они отслеживают цель. The ranger sees hidden physical things. So if a creature leaves behind footprints, other characters might not notice them or see them, but the ranger will. Короче, рейнджер следопыт. То есть, если кинжальщики — это охотники за сокровищами, то рейнджер и лучник — это следопыты, такие лесники, можно сказать. Cool if you had unique pets, and those, or not pets, unique animals out in the wild that you're going to have to find and tame. If they may have with them associated tracks when they spawn, that get spawned around them in a proximity, and rangers that might use this ability, spot the tracks, can get... Если, я как понимаю, то ли задания, то ли какие-то уникальные животные будут бегать, и чтобы их найти, понадобится хороший лучник. То есть, например, вот... Кстати, это интересно. То есть, например, лучники, если будут... Возможно, эта способность будет прокачиваться, и в зависимости от уровня прокачки этой способности можно будет найти, соответственно, какого-то редкого питомца. Ну и, как я понимаю, в сентябре этими классами можно будет поиграть. Мы посмотрим, как они работают на арене, бои и так далее, и так далее. Playthrough, there's going to be one of us will be there, walking you through it and kind of telling you how to do things and get you set up. And we're going to be streaming from PAX as well, actually. So you'll see players, you know, playing in this environment. You'll see the arenas. You'll see us. We'll have a little stage there where we'll be answering questions. Сказали, что будут стримить, поэтому, возможно, энда не будет, то есть можно будет посмотреть, как это вообще работает. PAX in Seattle this first week of September, upcoming first week of September. We're going to likely be releasing some packages that may include some tickets for PAX as well in the coming weeks. So look out for that if you want to. Ну вот они объяснили, то есть в ближайшее время или до сентября они специальные наборы выпустят, которые, в которых будут билеты, и они позволят участвовать в этом самом каком-то PvP-сражении и так далее. Want to do a song and dance while I find these here? Sure. All right, here we go. My name is Jeff, my last name's Bud. I'm singing for you on our live stream. That was really good. That was good. I'm impressed. You truly are a bard. I'm at it many times. Our first question is from Riddlin. Riddlin asks, how will players running caravans know what nodes will need for supplies? Oh, that's a good question. Yes. Okay, that's a good question. So when you initiate a caravan, you're going to be able to determine the resources that the caravan is going to have in it. You're going to be able to determine whether or not this caravan's been initiated for a specific quest in a nearby node. Спрашивают, как мы будем определять, какие нужны караваны для нода, и, как я понимаю, там будет система, где будут отображаться, значками какими-то, что, допустим, эти предметы нужны для перевозки в такой-то нод, эти предметы заказаны в тот нод. Короче, будет какая-то удобная система, наверное. And that pretty much is going to be through the mayor. Or whoever is in control of that. Right, that person's going to have control over dictating. Некоторые игры енот, они даже когда уже вышли, намного хуже, чем обещания здесь. Дело, я уже говорил, дело не в том, что то, что нам обещают, а дело в том, как они все это преподносят, и они очень грамотно все говорят, правильно они говорят, то есть видно, что у них совершенно по-другому работает голова, и, скажем так, они понимают проблемы игр, то есть они не делают банальную там данжевую или там аренную игру, то есть они пытаются придумать какую-то систему, что даже в задумках или в реализации нынешних игр нет. Asks, will healers be able to heal people who aren't in the group without leeching experience? Можно ли будет хилить игроков, которые вне группы, чтобы не воровать эксп? Короче, есть способности типа баланс, которые надо использовать только в группе, но будут способности у хилов, которые можно использовать на левых игроков и не забирать опыт. Это абузить будут, хотя, может быть, потом пофиксят что-нибудь. Oh, yeah, sure. We can do one more. Let's do one more. All right. The next question is from Scone of Doom. Scone of Doom asks, will every class be viable in multiple roles, or will each class have one role they excel at?
they will. It depends on your spec, right? Like it ultimately always comes down to that. We've got the archetypes. Those archetypes, if you double down on them, they're going to be, that's their role, right? If you want to hybrid out, you can hybrid out and you will be viable. As long as your build supports that and as long as your gear supports that. I think that the primary tenet there to talk about is nice. You were. Нет, енот, не все пытаются предложить что-то новое. Если вы это не видите, то как бы это ваши проблемы. Просто есть концепция. То есть вы видите новое просто в побрякушках, но не видите самой идеи, задумки. Я вот сделаю видео на днях, послушайте. Может быть, поймете, что я имею в виду по этому поводу. You will have a place that is important in any class party composition. And again, you're going to have to build toward that. It will take effort. Absolutely. But it is something that is really important to us. Yes. So guys, thank you very much for joining us today. We will be back with you in 2 weeks, I believe, is our next scheduled stream. And we're really excited about PAX. If any of you guys are going to be coming to PAX, look for those packages that we'll be doing. And then also, if you're not going to PAX, just tune in for the streams that we'll be having there as well. We still have 60 days to go, so I'm sure we'll be talking about it a little bit more. Через 2 недели будет очередной стрим. В ближайшее время, как я понимаю, они добавят наборы, купив которые вы сможете получить доступ на эти тесты. Получить доступ на эти тесты и так далее. Надо будет узнать поточнее. Я напишу Дженнифер, узнаю про наборы, ограниченное будет количество или нет. Но в любом случае, в принципе, сегодня был продуктивный стрим. На самом деле рассказали про классы. Очень обрадовало. Правда, вот маг очень слабый, если честно. Я разочарован в маге. То есть это такой контроль-класс, который, ну, я не знаю, как это будет, конечно, реализовано, будет ли у него много сильных способностей или не будет у него сильных способностей, но пока это все слабовато. Танк очень понравился, лучник, ну, задумка неплохая, в принципе. Ну и кто у нас там еще остался? Хиллер. Хиллер мне нравится. По крайней мере, у хила есть все способности для хила. Это в основном является хил с маленьким количеством ДД способностей. В принципе, их практически нету. То есть они еще сказали, что будет, можно сказать, такая автоатака. То есть они не сказали, например, у мага, когда маг одевает книгу, он может кастовать простой скилл, ну такая типа пиздюлинка, как в Icarus Online летит, как я понимаю, что-то будет в этом, ну, что-то похожее. И, соответственно, я думаю, с каждым оружием вы можете использовать что-то вроде простой атаки. То есть, когда вы экипируете какое-то оружие, книгу, меч, посох, вы можете, соответственно, этим оружием каким-то образом атаковать. То есть, каждый класс будет иметь такую слабую автоатаку. Ну, а все остальные скиллы, в принципе, все сказали. Насчет пакетов я, говорю, постараюсь узнать. Я либо объявление в группе сделаю, либо сделаю видео, может быть и там, чтобы было понятнее. Ну, в принципе, все. Всем спасибо, что смотрели. Я, наверное, в ближайшие дни, может быть, завтра или послезавтра сделаю одно видео, потом несколько планирую, прям разобрать основные темы, еще просто пообсуждать. Может, послушайте, может быть, станет понятнее вообще, почему я жду и вообще какие минусы будут. Все, всем спасибо, что смотрели. Как-то лайки ставьте, подписывайтесь. Всем пока.